Бисмиллахи рахмани рахим. Прежде всего, ислам – это освобождение от лжи, освобождение от куфра. И для мусульман очень важно знать, что такое куфр. Действительно, мир, враждебный исламу, давно уже, очень много веков, изучает ислам, и практически сегодня в каждом западном университете существует кафедра исламоведения. Надо сказать, что уже в XVI-XVII веках существовали продвинутые востоковеды-специалисты, которые изучали ислам изнутри, проникая под видом мусульман, например, во время хаджа в исламскую среду, изучая арабский язык и досконально зная источники, зная Коран, зная сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они-то и заложили, в основном, они-то и заложили основы исламоведения. А вот у мусульман куфрологии нет. Вместе с тем, на самом деле, это одно из важнейших направлений, которое могло бы способствовать ориентации современного мусульманина в социально-политическом, в цивилизационном пространстве, где умма занимает четвертую часть человечества, является четвертой частью человечества. Слово «куфр» происходит от арабского глагола «кафара», что означает «покрывать». Покрывать в данном случае имеется в виду покрывать истину ложью. Они покрывают истину ложью, таков аят Корана. И уже в самом начале исламской истории, когда, саллаллаху алейхи вассалям, осуществлял свою миссию приведения исламского откровения на нашу землю, уже тогда стал вопрос об очищении, отделении от куфра, который шел на разные хитрости для того, чтобы не дать исламу быть самостоятельным, чистым посланием Всевышнего. Так, в какой-то момент, например, к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, приблизилась группа кафиров, возглавляемая Валидом ибн аль-Мугирой, который предложил ему: давайте сделаем так, мы будем поклоняться тому, чему вы поклоняетесь, а вы поклоняетесь тому, чему мы поклоняемся. И мы будем сообща поклоняться религиям друг друга. Мы будем как бы на этой платформе объединим наши взаимные истины. И тогда пророк обратился к Всевышнему, и была низведена сура неверная, 109-я сура Корана, которая говорит: у вас своя вера, у меня своя вера. Я не буду поклоняться тому, чему вы поклоняетесь, и вы не будете поклоняться тому, чему я поклоняюсь, у вас своя вера, у меня своя вера. Многие понимают это не совсем правильно и не совсем точно, потому что они считают, что эта сура говорит о некоем размежевании, в духе толерантности. То есть нет принуждения в исламе, вы как бы живете сами по себе, мы вас оставляем в покое, вы нас оставляете в покое, но эта сура не совсем об этом. Это сура о том, что экуменизм невозможен. Это сура о том, что контент общий и приблизительный в такой вещи, как религия, невозможно. Речь идет о том, что ислам – это освобождение от тех покровов лжи, которыми куфр прикрывает истину. А что это значит? Как это понять? Куфр скрывает истину, прикрывает истину ложью. Для этого нужно понять, что такое феномен так называемого естественного человечества. Нам много толкуют о том, что есть естественное человечество, которое стоит на базе естественной религии, которая сама по себе правильная. И вот пророки посылаются якобы для того, чтобы просто напомнить о том, что такое естественная религия. Нет ничего дальше от истины, чем это утверждение. Естественное человечество ничего общего с истиной не имеет. Более того, оно и задано как некая глина, как некая инерция, как некое заблуждение, которое избранные, призванные через откровение, через вахий, должны преодолеть. Естественное человечество поклоняется великому существу. Нужно понять, прежде всего для того, чтобы разобраться с куфром, чему поклоняется это естественное человечество на самом деле. Оно поклоняется великому существу.
Оно поклоняется не Всевышнему, который является Богом пророков. Оно поклоняется существу, которое объединяет в себе возможности бытия между небом и землей, великим небом и великой землей. Это великое существо, оно известно во всех традициях. В одной традиции оно предстает как Ахура Мазда, в другой как Ишвара, допустим, у индуистов, в третьих как Маниту, как, допустим, у индейцев Нового Света. Но вообще говоря, это Иблис. И, может быть, многие будут удивлены, узнав, что слово «иблис» греческого происхождения, его основа, корень, из которого оно происходит, Аполлос, Аполлон. Аполлон – бог света древних греков, которого называли еще Феб лучезарный. Лучезарный, то есть известный еще в других традициях как Деница, как Люцифер. Короче говоря, тот, который в религии пророков, в авраамизме, известен как падший ангел. Но вот ангел ли он? В Коране на этот счет есть двоякое утверждение. Есть место, в котором говорится, что это джин. Это еще одно интересное слово, указывающее на принципиальную связь ислама с мировой традицией, против которой он выступает, освобождая истину от покровов лжи. Джин тоже греческого происхождения. В основе слова джин лежит слово гении. Греческое слово, обозначающее всех нечеловеческих духов между небом и землей. Гении от слова генос, то есть порожденные, тварные духи. И вот первым из этих тварных духов, джинном, является Феб или Аполлос или Люцифер, которого все язычники, все джахилы признают на уровне спонтанного инстинкта своим богом и называют своим богом до ныне, подразумевая именно его, великое существо. Что это за великое существо? Некоторые считают, что это архетип человека. Есть традиции, магические, эзотерические традиции, в которых это великое существо называют Инсануль Камиль или Адам Кадмон. То есть это существо, которое интегрировало в себе все состояния неба и земли. И таким образом куфр, который поклоняется этому великому существу, поклоняется на самом деле чистому бытию. Вы скажете, а что же здесь плохого? Бытие-то ведь лучше небытия. Что означает поклоняться чистому бытию? Бытие, как говорят некоторые последователи этого учения, как говорят некоторые мыслители, которые считают, что, так сказать, нет проблем с поклонением бытию, бытие одно и то же, и в Творце, и в Тваре, согласно этой позиции. Да? Оно как свет. И в полутьме, и в ярком сиянии один свет. Те, кто поклоняется бытию, не проводят различия между Всевышним и смертной тварью. И поэтому у них совершенно другая концепция реальности. Благодаря этой концепции существует, например, теория человека Божия. Это одна из величайших тайн куфра. Куфр весь основан на человека Божии, на том, что бытие одно и в Боге, которого они называют Богом, но на самом деле это великое существо, и в человеке. Поэтому их вместо пророков, носителей традиции, откуда они получают свои духовные импульсы, это те, которых называют аватарами, то есть богоявления, боговоплощения. Благодаря этим боговоплощениям существуют тиранические режимы. В истории они известны как Римская империя Кесаря, как Древний Египет фараонов. Они известны и сегодня. Всякий зульм, всякое угнетение связано с концепцией человека Божия как источника земного авторитета. И это совершенно другая концепция свободы. На самом деле Маркс, сказавший, что свобода – это осознанная необходимость, высказал еще другую тайну куфра – подчинение року. Они верят в рок. Они не верят в свободу действий Всевышнего, который творит, что хочет, который меняет, что хочет. Они верят в рок, в механическую непреложность, последовательность причин и следствий. Принять эту причинно-следственную связь, принять это рабство механизма, которым они считают бытие,
Это и означает, по их мнению, стать свободным. Отсюда другое представление о справедливости. Справедливость для них – это не братство верующих перед лицом Всевышнего. Справедливость для них – это получение доли на этом свете в зависимости от своего отношения к великому существу, в зависимости от уровня своего поклонения Иблису. Это на самом деле огромная концепция и сложная концепция, и для того, чтобы изучить ее, необходимо вникнуть в массу вещей и поставить массу вопросов. Но для чего это нужно? Для чего необходимо изучать куфр? Почему нужна такая наука куфрология? На самом деле за многие столетия в коллективное бессознательное многих мусульман проникли элементы куфрского сознания. Причем на таком уровне, что некоторые вещи воспринимаются как естественными, не вызывают вопросов. А их генезис крайне сомнителен. Помочь мусульманам очистить свое сознание от элементов куфра, которые исподволь в ходе истории так или иначе оказали влияние на наш менталитет, для этого необходима куфрология. В сегодняшней ситуации без такой науки мусульманин не может ориентироваться достаточно адекватно в сложном цивилизационном мире.